Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы посмотрим поединки одного из лучших хаговодов мира, не побоюсь этого слова, выдающегося игрока Арт КС. Самый старт сезона, а наш герой уже взял 2200 трофеев и занимает 36 место. Играет он с легендарным Хогом 2.6. Ровно месяц назад я уже снимал видео про нашего героя, и тогда он вообще занимал 8 место в мире. Сегодня Арт тоже был где-то в районе топ-20, но пока он несколько часов отдыхал и не играл, его уже немножко обогнали конкуренты. Но, кстати, неплохо так залетел прошлый видос про нашего героя, мы там даже набрали рекордных 100 лайков. А если кто-то помнит, у нас был уговор, если вы наберете 100 лайков, я сниму, как в конце сезона Арт обыграет самого великого и ужасного Мухаммеда Лайта. Но, к сожалению, немножко не получилось реализовать эту интересную затею, потому что Арт в конце сезона особо не играл, не было возможности, да и с Мухаммедом Лайтом сейчас какие-то там странные вещи, скандалы происходят, поэтому... Только сейчас мы снимаем повторный ролик, но, как говорится, лучше позже, чем никогда. В первом бою мы играем против гончей. Я, кстати, в прошлом видосе очень сильно сожалел, что Арту ни разу не попалась гончая. Потому что я обожаю Хог 2.6 против гончей. Это всегда жесткие зарубы. И, наконец-то, мы видим, как Арт играет против лавы. При том, что у соперника очень странная вариация. Там нету шарика. Там и зато есть молния, то есть для меня это нонсенс. Обычно в гончу берут шарик, шахтера, но в крайнем случае можно в гончу взять императрицу духов. Сейчас появился такой вариант, что берут в лаву императрицу без шарика. А тут у соперника, по сути, просто гончая с молнией. Я не знаю, как он будет пытаться нас продавливать. У него много, конечно, воздушных карт, и мегаминьоны, и дракончик, и сейчас можно напрыгнуть на мушкетера. Конечно же, напрыгивает у нас мегаминьон, но грамотно ставится скелет. Кстати, у Арта с прошлого видоса прошел месяц, и у него произошла интересная замена в колоде. Я думаю, что некоторые уже заметили. Вместо героя ледяного голема Арт взял эволюцию пушки. В принципе, это плюс-минус равноценные замены, но лично мне вот больше нравился именно герой ледяной голем. Он настолько имбовый, хотя и пушка, конечно, может зарешать, поэтому я не знаю, нашему герою виднее, он пушит сейчас по левой стороне, но соперник грамотно ставит свое здание. Сейчас Хог все-таки может дойти, давайте посмотрим, сколько сделает Хог тычек. 1 тычка от Хога, гончая там наваливает, ставится еще пушка. Ну, в принципе, пока что Арт в этом поединке выигрывает. Но я думал, все-таки ему будет попроще. Но все-таки этот лавовод оказывает нам достойное сопротивление. Еще раз закидывается Хог, ставится клетка плюс эволюция Валькирии. Сейчас Хог не сделает ни одной тычки. И сейчас может быть очень такой неприятный момент, потому что эволюция Валькирии плюс Гоблин, а по правой стороне гончая идет. Надо все это дело контрить. Грамотно сейчас ставится ледяной голем, закидывается Хог. Смотрите, как Хог кайтит этого Гоблина. Но нет, все-таки гоблин не доходит. Опять зарешала армия скелетиков. Точнее, еще не армия скелетиков. Но прикол в том, что эволюцию на скелетиков очень часто Арт превращает в армию скелетиков. Вы понимаете, о чем? Иногда эти скелетики на эволюцию у него просто поединки вытаскивают. Смотрите, что сейчас соперник задумал. Он хочет опять напрыгнуть, судя по всему, на нашего мушкетера. Мегамидион нацелился, но нет, все-таки не напрыгивает. Хотя я бы, наверное, напрыгнул, но соперник скинул молнию. Пока что проигрывает Арт. Кстати, хорошо, что гончая перефокусировалась на пушку, потому что она грызла нашу вышку, но все-таки перефокусировалась. Пока что на 300 хп Арт проигрывает. Соперник пытается перекрыть левую сторону Валькирии. Закидывается Хог. Нужна срочно клетка. Так, клетка ставится. Мегамидион напрыгивает. Ну что, Хог дойдет? Нет, Хог ни одной тычки не делает. Мегамидион все-таки прыгнул. Ну, примерно теперь я понимаю, что хочет соперник. Он хочет за счет прыжков Мегамидиона наносить какой-то урон. А вот тут Хог доходит. Все, вот это провал соперника. Хог дошел, сделал 2 тычки, и все-таки мы гончу обыграли. Ну, в принципе, неплохой первый поединок. Друзья, если вам нужен пас Рояль, новая легендарная карта Ронин или Герой Вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других
других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Ну а дальше, друзья, нас ждет нечто фантастическое. Настоящий подарок для любителей красивой игры. Битва двух лучших аговодов мира. Не, ну конечно, я это загнул, потому что там есть еще Оясу, Ерсан, Вадим, знаменитый ютубер. Можно долго спорить, кто лучший игрок с Хогом 2.6, но в любом случае Лорд Бирус и Арт КС это два величайших игрока. И про одного, и про другого я уже снимал ролики. Про Лорда Бируса у меня есть 2 видоса, теперь будет 2 видоса про Арта. И с обоими я общался, с обоими я знаком, и мне интересно, вот кто из них окажется сильнее в личном противостоянии. Я вот так вот мысленно раньше предполагал, кто же будет сильнее, потому что и тот крутой, и другой крутой, но мне почему-то всегда казалось, что Арт немножко круче, и он должен здесь побеждать. Но посмотрим, посмотрим. Они очень разные по своему стилю игры и по менталитету, потому что Лорд Бирус, вот я с ним общался, хотя он и иностранец, мы там с ним общались на ломаном английском, но он такой немножко импульсивный, немножко чересчур эмоциональный. Лорд Бирус может бомбануть, психануть, вот эмоции у него бьют через край. А вот Арт, как мне кажется, очень такой спокойный и размеренный. И в этом плюс Арта. Потому что в Clash Royale в основном большие трофеи берут именно такие вот спокойные и рассудительные игроки. Но посмотрим, кто здесь окажется сильнее в этом бою. Эмоции, либо спокойствие и хладнокровие. Но пока что, кстати... Пока что на старте поединка никто толком урона не нанес, только одно бревнышко от Лорда. И вот сейчас Арт тоже сравнивается. Смотрите, 2 минуты поединка прошло, ни разу, естественно, Хог ни у кого не дошел, только по бревнышку соперники скинули и разменялись. 4802, 4802 по правым вышкам остались. И оба соперника очень часто кидают с Хога с конца карты. Раньше почему-то даже и думалось, что Хога с конца карты в Хоге 2.6 кидают только какие-то нубы, но на самом деле это очень правильная стратегия. Вот если Хог не может пройти защиту, надо Хога с конца карты кидать. И вот, наконец-то, Хог дошел и сделал 2 тычки. Ой-ой-ой, а вот сейчас, кстати, немножко так ошибся Арт. Но в то же время он тоже каким-то образом нанес урон, смотрите, и равенство. Я прозевал просто, чем нанес там Арт урон, но на вышке у Лорда Бируса тоже 3700 хп. Ну, короче говоря, в некоторых поединках скидывать Хога с конца карты это очень правильный вариант, потому что таким образом можно быстренько прокрутиться до другого Хога и все-таки соперника продавить, даже если у него там жесткие здания и жесткая защита. Поединок очень у нас напряженный, очень конкурентный, и я пока что не вижу у Арта особого преимущества, то есть наравне играют абсолютно соперники, и даже пока что Лорд Бирус выигрывает. Выигрывает он на 400 хп, а это, в принципе, в таком противостоянии достаточно серьезно. Разные вариации у игроков. Звучит, конечно, это немножко смешно, но реально у игроков разные вариации Хога 2.6. Лорд Бирус играет с героем Ледяным Големом, которого он сейчас прожал, и также он играет с эволюцией Мушкетера. У Арта же герой Мушкетер и эволюция пушки. То есть 2 карты, фактически разница в 2 карты у игроков, хотя и там Хог 2.6. Но это существенно меняет стратегию и план на игру. Смотрите, кстати, как эволюция Мушкетера сейчас героического Мушкетера убила. Ну, кстати, Лорд Бирус очень классно ставит свою эволюцию Мушкетера, но, тем не менее, Хог дошел и сделал тычку. Я сейчас его так нахвалил, а уже у нас, кстати, Арт потихоньку выходит в лидеры. Сейчас какой-то, кстати, неудачный был фаербол от Лорда. Фаербол по вышке не попал. И вот эта ошибка может сейчас очень дорого стоить. Уже вышел у нас в лидеры Арт. Смотрите, весь поединок он проигрывал, но все-таки за счет хладнокровия он все-таки смог этот поединок в свою пользу перевернуть. Но у нас еще есть 30 секунд. Давайте смотреть. Нужны нам сейчас для Лорда очень бешеные атаки. Он кидает Хога с конца карты. Нужно как-то пропушить. Хотя зачем Хога по левой стороне кидать, если нам надо по правому флангу пушить? Не знаю, очень такая жесткая атака, но это все бессмысленно. Походу, все-таки мои предположения, что Арт должен здесь выигрывать, они все-таки оправдались. Но хотя поединок был такой равный, и до поры до времени Лорд даже выигрывал. Но все равно 2 великих игрока, мне это противостояние очень сильно понравилось.
Я думаю, что если бы они еще провели матч-реванш, то все могло бы сложиться иначе. Но в любом случае, браво, браво, два очень классных игрока. Итак, следующий поединок у нас будет против Голема. Мега жесткая вариация с эволюцией Валькирии, с эволюцией Дракончика, с Целительницей и со сборщиком эликсира. Я сам с подобной декой сыграл немало поединков и знаю, насколько она разрушительная. В идеале Арту следует снести сопернику вышку до двойного эликсира, иначе ему придется очень и очень тяжело. Соперник, естественно, хочет прокрутиться до эволюции, но смотрите, как грамотно наш герой поставил мушкетера. Мушкетер наваливает по двум сторонам. Ну, в принципе, для оппонента пока что все неплохо. Контролируемая катастрофа, так сказать. Он сейчас смотрит, будем ли мы подкидывать Хога. Хога пока что Арт не прокидывает, но зато прожал мушкетера. Не знаю, такое себе решение, честно говоря. Можно было, наверное, мушкетера не прожимать. По другому флангу побежал Хог. И сейчас, смотрите, Арт очень сильно просел по эликсиру. Вот увлекся он атакой. Просел по эликсиру где-то на 2-3 капли. И сейчас еще в панике скидывает ледяного голема. Вот, кстати, ледяной голем, судя по всему, сейчас был лишний. И Арт, смотрите, просел почти на 5 капель по эликсиру. Но, честно говоря, впервые я вижу, чтобы Арт так по элику просел. Соперник поставил сборщик. Естественно, кидать фаербол на сборщик нет смысла. Арту просто нужно прийти в себя и накопить эликсир. Поэтому сборщик мы пропускаем. Но это цена за то, что мы нанесли очень большой урон по левой стороне. Мы снесли полвышки, но зато соперник поставил сборщик. Ему нужно еще дальше крутиться до эволюции, нужно еще разок выпустить дракончика и валькирию, он сейчас это и пытается сделать. И, в принципе, очень скоро уже на нас пойдет голем. Пока что такой неоднозначный поединок, не знаем, чем все завершится, но, скорее всего, Арт сейчас левую сторону заберет, скорее всего, соперник даже не будет этому противодействовать, он просто по правому флангу ставит голема. Смотрите, что задумал Арт, он сплитит эволюцию на скелетиков. Смотрите, как сейчас скелетики могут зарешать. Ой-ой-ой, левую сторону мы забираем. И по правому флангу, смотрите, как плодятся скелетики. И на главное здание сколько скелетиков пошло, ребята. Просто эволюция на скелетиков. Ой, какой разнос. Буквально остается 1000 хп. Соперник от одной эволюции скелетиков чуть не отлетел. И Валькирия даже на правую сторону пошла. Короче говоря, полностью зарешали эти скелетики. И атака у соперника совершенно не удалась. Ну, короче, классный трюк сейчас сделал Арт. Мини-пека, кстати, возвращается. Еще одно издевательство над соперником. Но, блин... Не казалось, когда Арт так просел по элику, что у него будут большие проблемки. Но смотрите, какой классный был трюк со сплитом армии скелетиков, эволюции скелетиков. Ну и, короче говоря, соперник сдается, это трешка. Просто скелетики зарешали. Я, честно говоря, в шоке. Очень недооцененная эволюция. Итак, следующий поединок у нас будет против кладбища. Очень интересная вариация у соперника, нестандартная. Она не часто встречается, но периодически я ее вижу. Там полный набор: вышибала, палач, мини-генераторы, пламенный дракон, еще и заморозка. Но пока что, как мы видим, Арт скинул Хога, и Хог сделал 2 тычки. Очень удачный старт, но, в принципе, я все равно думаю, что поединок для нашего героя будет непростой. Не зря все хоговоды просто ненавидят играть против кладбища. В какой-то степени это для Хога 2.6 даже контра. Тем более, что у соперника есть торнадо, он как бы теоретически нашего Хога в ноль может контрить. Для нас было бы неплохо активировать главное здание, но как это сделать? Хотя даже активация главного здания это ничего не гарантирует, потому что у соперника заморозка. В принципе, очень много мне скинул повторов Арт. Я его попросил скинуть мне побольше повторов, и он скинул где-то поединков 15. Я даже не знаю, что он показывать, но повыбирал все самое интересное. Итак, смотрите, кстати, как у нас пушка прожалась, как прожалась неожиданно турелька. Я был к этому не готов, и соперник был к этому не готов. Вот в одном из прошлых поединков как бы неудачно Арт прожал эту турельку, а сейчас она просто мега зарешала. И смотрите, как сейчас Арт издевается над соперником. Куда пошел этот вышибал? Он просто по ленточке мостика, просто по мостику возле реки ходит и пытается догнать бедного ледяного голема. Итак, фриз, и вышибал активирует главное здание. Вот это да, ребята, я даже не понял, как это произошла активация. Ой-ой, соперник сам себя перехитрил, ребята. Классная пушка сейчас прямо попала по пламенному дракону. Короче говоря,
Так все быстро произошло, но Арт активировал главное здание, хотя это было сделать мега сложно. Но я знал, что за счет вышибалы активировать главное здание можно. По-моему, соперник поставил фриз, хотел там, чтобы вышибала халявные тычки нанес по вышке, а Арт по-хитрому поставил скелетиков и вышибала главное здание активировал. Ну, честно говоря, очень классно тут сыграно. Ну, мне нравится, как Арт в этом поединке играет. Это просто как-то филигранная точно. Сейчас Хог доходит. Хог сделал еще одну тычку. Соперник, смотрите, пытался перекрыть фланги Золотым Рыцарем. И эволюция Палача. И все равно Хог дошел. По правому флангу, ой-ой, какая опасная атака. Эволюция Пламика плюс Кладбище. Фриз полетел. Но нет, пушка стоит, урона много не пройдет. Хотя, блин, урона все-таки прилично пошло по правой стороне. Я думал, урона меньше пройдет. Вы видите, что даже активация главного здания нам не сильно помогла, потому что урона от кладбища все равно много прошло. Сейчас мы закинули Хога, в принципе... Толку от этого Хога не было, но зато хотя бы фаерболом нанесли урон. Соперник готовит очередную атаку. У Арта даже сейчас немножко элик протек, потому что не знал, как реагировать на все это дело. Ну, по-другому флангу закидывается Хог плюс Ледяной Голем. Вот если бы у нас сейчас была бы эволюция, точнее герой Ледяной Голем, то я думаю, что Хог бы еще намного больше бы навалял. Но мы играем без героя Ледяного Голема. Прожимается турелька. В этот раз соперник этой турельки был готов. Еще раз закидывается Хог. Сопернику уже нельзя пропускать тычки. Вышибала перекрывает фланг. И 2200 остается. Но неплохо так пропушил сейчас Арт. Он и по одной стороне полвышки снес, и по другой стороне. Но сейчас, скорее всего, будет закидываться кладбище. Активно подкидывает в атаку Пламенного Дракона соперник. Смотрите, скелетики жирают вышибалу. Мега имбовые скелетики, ребята. Блин, они так могут зарешать. Вы это видели в прошлых поединках. Закидывается Хог. Тут у нас ставится турелька. Прожимается Николай Басков. Хог прокидывается на главное здание. Сейчас соперник идеально защитился. Ни одной тычки. Ну а Арт продолжает пушить. Снова комбинация Ледяной Голем плюс Хог. Опять же, был бы герой Ледяной Голем, мы бы нанесли намного больше урона. Но и так хорошо, смотрите. Буквально 1400 хп на левой стороне. У соперника, по сути, шанс на последнюю атаку. Золотой Рыцарь, эволюция Пламика, вышибала, закидывается кладбище. Но Арт не дает сопернику просто передохнуть. Он Хога тоже закидывает. Смотрите, прожимается у нас фриз. Сколько пройдет урона. Очень опасный момент. Там едва Пламик к вышке не присосался, но фаербол нас спасает. Вот вы видите, весь поединок Арт выигрывал, но сейчас едва Пламик не присосался, и мы могли проиграть. Но такая вот цена одной микроошибки. Все-таки мы выиграли, причем чистая победа, просто гениально. А дальше у нас на очереди очень быстрая дека с буром, и здесь у нашего героя могут быть просто огромнейшие проблемы. А все дело в том, что у соперника колода стоит ровно столько же, сколько и у нас. У нас 2,6 эликсира, и у соперника 2,6 эликсира. У нас цикл 6 капель, и у соперника такой же самый цикл 6 капель. А поэтому перекрутить его мы вообще никак не сможем. Каждый раз, когда мы будем закидывать Хога, у оппонента на готове будет уже Тесла. И довести всадника на кабане в этом поединке до вышки, наверное, будет нереально. Конечно, можно скидывать Хога с конца карты, пытаться как-то там еще до второго Хога прокрутиться, но я думаю, что даже это не сильно в этом поединке зарешает. И в то же время мы не сможем этого оппонента закидывать фаерболами, потому что в ответочку сразу полетит яд. Короче, наверное, впервые за все ролики с Артом я больше отдаю предпочтение сопернику и больше верю именно в оппонента. Не знаю, контра не контра, но чисто, по моему взгляду, у соперника просто больше шансов на победу. И, кстати, очень такой интересный момент. Оказывается, яд и фаербол наносят разное количество урона по вышкам. Но несущественно, но все-таки разница есть. Фаербол наносит 275 хп, а яд 272 хп. То есть на 3 хп фаербол наносит больше урона по вышке. Это на 16 уровне. Поэтому только в этом моменте, наверное, у Арта есть преимущество. А во всех остальных аспектах я отдаю именно преимущество сопернику. Но хотя сейчас соперник как-то ошибся, смотрите. И походу он впервые пропустит Хога. Да, Хог дошел и сделал тычку, я не знаю.
Я говорил, что перекрутить оппонента невозможно, что у него всегда будет Тесла. Хок взял и дошел до вышки. Я не знаю, как так получилось, но тем не менее, это неплохо. Закидывается эволюция Бура плюс яд. Блин, ну реально такая бесячая карта, как эволюция Бура. Вот так вот скачет со стороны в сторону, и законтрить его без урона очень и очень сложно. Соперник будет всегда закидывать яд, в основном в придачу к своему Буру. Полетел у нас фаербол, закидывается опять Хок с конца карты. Сейчас Хок, скорее всего, уткнется в эту Теслу. Там мушкетер, кстати, сделал пару тычек. Ну да, Хок никуда не доходит. Хок уже по другой стороне. Кстати, постоянно фланги у нас меняет арт. То по одному флангу атакует, то по другому. И такой интересный момент, я не знаю, все помнят или не все помнят. Так, кстати, хорошая пушка сейчас ставится. Пушка практически уничтожает этого бомбера. Так вот, интересный факт. В прошлом видосе про Арта он вообще ни одной вышки не потерял. И в этом ролике, судя по всему, Арт тоже еще ни одной вышки не потерял. Если он в этом поединке проиграет, это будет первая потерянная вышка за 2 видоса. Но это еще далеко не факт. Опять закидывается Хок. Сейчас Хок прошел Теслу, но соперник ставит Бур. Вот в чем прикол, кстати, ребята. Я это не сразу понял. Но если мы даже проходим Теслу, соперник может поставить Бур. Фактически там 2 здания. Я не знаю, ну, конечно, Арт неплохо здесь играет. Проигрывает он сейчас пока что на 200 хп, но он старается, просто героически пытается здесь выиграть. Но можно даже сказать, что у соперника контра. Опять закидывается этот пренеприятнейший мерзкий Бур в комплекте с ядом. Еще страдает наш мушкетер. Закидывается вот такой вот неприятненький снежок. Хок с конца карты. Мы вынуждаем соперника поставить Теслу. Ставится грамотно мушкетер. Грамотно ставится турелька. Ну что, Хок дойдет до вышки? Нет, все равно не доходит. Блин, ну это просто какой-то бред. Вот просто какой-то безнадежный поединок. И если Арт здесь выиграет, то это будет просто чудо. Полетел фаербол, но уже отрыв большой. Смотрите, уже отрыв на 700 хп. 3400 у соперника. Кстати, он тычку от мушкетера пропустил. Вот ошибочки допускает соперник. Ошибочки допускает. Или это Арт все-таки заставляет этого соперника допускать ошибки. Итак, еще раз Хок закидывается. Классно закидывается Хок. И сейчас должна хотя бы тычка пройти. Ну, блин, ну как тут Хок не сделал тычку, ребята? Вот это было очень обидно. Мы могли сейчас полностью откамбэчить. Но как-то Хок, блин, не сделал эту тычку. Снова закидывается Бур плюс снежок. В ответочку Хок побежал. Но Хок до вышки не долетает. Полетел фаербол. Ребята, у нас практически равенство. Смотрите, все шансы на победу есть у Арта. Все будет решаться на последних секундах. Еще раз Хок. Ну что, соперник до теста успевает прокрутиться? Да, успевает. Мы кидаем фаербол. Соперник кидает снежок. Мы проигрываем на 100 хп. Закидывается яд. Нам нужно закидывать срочно фаербол плюс бревно. Полетел фаербол, полетело бревно. Ну что? Блин, на 8 хп мы проиграли, ребята. Вот это бред какой-то. Если бы это бревно долетело, выиграл бы Арт. Ну просто не повезло, ребята. Вот это да. Ну что, друзья, давайте последний поединок на сегодня посмотрим. Я, конечно, хвастался, что Арт скинул мне целых 15 повторов, но в этом видосе у нас будет только 6 боев. Выбрал все самое лучшее на свой вкус. Ну, во-первых, хронометраж у нас не резиновый, и большинство до этого момента не досмотрят. Люди в среднем смотрят мои видосы там по 7-8 минут. Кто там эти 28 осилят? Только единицы. Ну и во-вторых, время у нас 2 часа ночи. Честно говоря, немножко так устал все это дело комментировать. Уже даже горло болит, вы можете слышать, как я немножко так охрип. Но если вы хотите больше контента про Хога 2.6, то обязательно пишите комментарии, лайки, и, возможно, в конце сезона мы еще снимем совместный ролик с Артом. Он не против, я тоже 2 руками за, поэтому мы можем сделать еще один очень крутой контент. Вообще, можно только на 3 вещи смотреть вечно: на огонь, воду и на Хог 2.6. Вот сегодня смотрим на Хога 2.6. Здесь нам попадается очень интересный соперник, который играет с нестандартной колодой Коргик плюс Мега-рыцарь. Давно я ничего подобного не видел. Ну, раньше, если вы олд, то, возможно, вспомните, была такая колода относительно популярная. Коргик, Мега-рыцарь, там армия скелетиков, принцесска. Ну, короче говоря, Коргик, Мега-рыцарь и просто куча спама. Там не было ни одного заклинания. Фактически, это была единственная колода без заклинаний. Это, конечно, другая вариация, но тоже что-то подобное. Сейчас мы закидываем Хога, и соперник этого Хога контрит в 0.
Ну и как вы видите, друзья, очень грамотно сыграл наш соперник. Он изначально активировал главное здание за счет рыбака, пропустил одну тычку, но дальше он может нашего хога контрить просто в ноль. Вот так вот ставить рыбака на центр, оттаскивать нашего кабанчика, и все, вообще никакого не будет урона. Поэтому у соперника сейчас такие неплохие шансы на победу. Смотрите, закидывается хог и просто грамотно ставится рыбак, грамотно ставится охотник, все, ни одной тычки. В крайнем случае на хога можно и мега-рыцарем напрыгнуть. Итак, в атаку у нас наконец-то пошел Кургик на эволюции, он отталкивает скелетиков. И сейчас Кургик едва не сделал тычку, но нет. Смотрите, вот в чем прикол эволюции Кургига, то что он полностью уничтожает наших скелетиков, даже скелетиков на эволюции. Закидываем мы хога, прожимаем турельку, и сейчас, кстати, соперник наконец-то ошибся. Вот мы вынудили его ошибиться. Хог дошел и все-таки сделал такой неприятнейший урон. Но закидывается сзади Кургик. Все-таки соперник нас напрягает. Я думал, что это будет легкая победа, но достаточно так тяжело. Нет, Кургига мы законтрили в ноль. Пока что все отлично. Но, кстати, соперник меня приятно удивил. Очень такой неплохой он уровень игры показывает. Комбинация ледяной голем плюс хог. Вот такую вот комбинацию за счет рыбака перетащить невозможно. Хог дошел, сделал одну тычку. И до конца поединка у нас остается минута 45. Чем больше будет эликсира, тем больше будет соперник пушить. Кстати, в этом поединке тоже так немножко призадумывается у нас арт. У него элик периодически протекает. Закидывается снова хог. Хог доходит до вышки, делает много тычек. Закидывается Кургик. Сейчас Кургик может дойти. Нет, все-таки Кургика мы контрим 0. Но пока что просто все отлично для нашего героя. Но сейчас уже будет тройной эликсир. У нас, кстати, пушки нету в цикле. Ой-ой-ой, впервые у нас нету пушки в цикле. И Кургик доходит и делает несколько тычек. Вот каким-то чудом соперник вынудил нас, не знаю, перекрутил, что ли. Он скинул Кургика, у нас не было пушки. Сейчас неплохо так он доводит своих летучих мышек, едва не довел. Смотрите, мега-рыцарь на эволюции контрит хога. И до конца поединка 50 секунд. Сейчас будет самая жесть. Тройной эликсир, мега-рыцарь на эволюции, Кургик на эволюции. Кургик на эволюции этих скелетиков размотал. Две пушки стоит, смотрите. Одну пушку мы проходим. Вторую пушку практически прошли. Кургик все-таки сделал одну тычку. Еще раз Кургик. И, кстати, вроде бы у соперника колода не дешевая, но как он быстро крутится до этих Кургиков. Он просто спамит Кургиками. Но хог тем временем дошел и все-таки сделал тычку. Итак, 20 секунд до конца поединка. Сопернику срочно нужен Кургик на эволюции. Но вряд ли он нашу пушку пройдет. Ну, кстати, интересный поединок, интересная колода. Возможно, тоже с этим Кургигом, с мега-рыцарем попробую играть. Все, ребята, это победа. 5 секунд до конца поединка. Но заставил нас этот оппонент попотеть, блин. Он не так прост, как кажется. Спасибо вам за просмотр. Всем пока, удачи. Ну, играйте с хогом 2.6. Эта колода просто прекрасна.